Значит, ты, получается, родился в Эстонии, да? В Эстонии, да, в Таллине. А сколько тебе лет сейчас? Мне сейчас 26. И ты в Японии чем занимаешься? В Японии сейчас я служу в американской армии. То есть у тебя американский паспорт? Американский паспорт, да. Ну и как долго служишь? 5 лет уже. А непосредственно в Японии как долго находишься? 6 месяцев. Как служба в американских Служба. войсках? Как сказать, трудно. Работа легко, люди, американцы. Я служил с такими пацанами, которые 19 лет, которые никогда работу не держали, не знают, что такое копейка. Я с такими пацанами служу. Из этого я уже скоро хочу выйти. Угу. Ну а как это сказывается? Как это на тебе сказывается? Почему тебе не нравится-то? Не нравится, потому что эти сапли, скажем, не работают. Не работают? Не хотят работать? Не хотят работать, да. Я всегда на них надо орать. Ленивые, они все ленивые. А ты уже, получается, в каком статусе? То есть ты там дедушка у них? Я как скажем, старший сержант. Старший что? Старший сержант. Старший сержант. Да. Они, получается, рядовые. Да. Да? То есть ты там их пинаешь, там, гоняешь? Когда могу, да. А вообще, ну просто расскажи, чуть вообще дедовщина-то есть у вас там? Дедовщина, знаешь такое? Дедовщина. Дедовщина — это когда старослужащие, вот те, кто давно служит, они там заставляют, допустим, молодых стирать носки, например. В американской армии уже так отошло, чтобы как стирать носки и все такое. Но они все чистят, все моют, все такое. Я их смотрю, чтобы они все. Я должен смотреть, чтобы они все почистили. Угу. А ты сам ничего не делаешь такого, да? Чистить нет. Я уже отслужил, что мне чистить не надо. А свою одежду там как стираешь? Свою одежду, да. Сам, да? Да. То есть знаешь, там как в русской армии что-то говорят, типа, дедушки, они типа, эти старослужащие, они народ ленивый, как бы свои носки, чистоту любят, типа. Да. Американская армия уже отошла от такое. Ага. То многие капризные, в проблемах много было, что заставляли младших такое все делать, и потом это там отошли от этого. Расскажи вообще о непосредственно о Японии, о жизни в Японии. Как тебе, как вообще японцы относятся? Как к солдатам, странно. да? Я в Америке уже 20 лет жил. Угу. В Японии очень странно. Здесь люди добрые, знаешь, все тихо. Здесь не опасно. Кроме в Америке. Здесь я знаю, что я на хату, я себе дверь не закрываю. А в Америке надо все закрывать, машину, все такое. А здесь тебе никто ничего не сделает. Угу. А как ты живешь? Ты где-то отдельно живешь или ты на базе живешь? Я отдельно в квартире живу, не на базе. То есть тебе не нужно на базе, ты сам снимаешь жилье, получается? Да. Государство Платит, да? Заплатит, да, за парking, за квартиру. Как нормально вообще денег платят? Доход неплохой. Но я знаю, когда я выйду, потому что я как механик на ядерных кораблях, на ядерных кораблях. Доход очень больше будет. То есть это очень такая специальность, получается, редкая, да? Да, редкая специальность. То есть ты ее в армии уже получил? Я в армии получил, да, потому что я в школу ходил 2 года. Угу. Так примерно сколько вообще платят? Примерно хотя бы? Примерно по-американски 205 тысяч. 2500. 25 тысяч. 2500. 2,5 тысячи. 2500 каждый день недели. Каждые 2 недели? Каждые 2 недели, да. То есть это получается 5 тысяч в месяц? Да. Это без налогов? Без налогов. Слушай, это крутая зарплата. Для Японии это даже большая зарплата. Для Японии, да. В Америке не смотря где живешь. Это сейчас просто ты уже опытный. Раньше была маленькая, наверное, зарплата, да? Когда ты только начинал. Зарплата почти то же самое всегда было. Это просто из-за влияет на твой, если ты солдат или должность, сержант. какая у тебя звание, да? Да. Звание. Да. А так вообще какие-нибудь там наставления вам дают? Непосредственно как себя в Японии вести там и так далее? Да? Какие-нибудь рекомендации есть? Нам все на базе должны тренировку пройти, что нам расскажут, что знаешь, как
когда мы в Японии, вот это, что можно делать, что нельзя, как сильно не пить, все такое, знаешь, как how to act. Как себя вести, да? Как себя вести, да. Когда в Японии вы должны вот так себя вести, все такое. То есть просто, да, в последнее время такие движения идут, что нам не нужны американские базы в Японии. То есть говорят... Но одно, что из-за американской базы этих, здесь экономия намного больше. Особенно в Якутске. Если там не было американской базы, я говорю тебе, что экономия бы упала. А экономика упала бы? Да. Именно японская? Японская, да. А, Потому что там, американцы любят пить, как пиво. Там многие этих bars. Бары, да? Бары. Бары, да. И если бы закрыли бы базу, я говорю тебе, экономия бы упала. А много бы рабочих мест, да, потерялось Да. бы. Но, кстати, вроде деньги как раз на содержание баз Япония вроде бы дает. Вроде как. То есть ты зарплату получаешь из видишь, японского кармана. Видишь, наши корабли, ремонт кто делает, это японские. Японцы, да? Да. Если бы базу закрыли, вот все вот эти работы бы полетели. У тебя цель какая-нибудь есть в жизни? Так просто. Ну, цель, отслужил 4 года, обратно в Америку вернусь. 29 лет я выйду с армии, и потом хочу семью себе оставить. Работу возьму механика где-то, engineering. На ядерных электростанциях буду работать. Понятно. Ну так нормально, да. Сколько получается у тебя карьера? 7 лет в армии, да? Целое будет 9. 9 лет в армии, неплохо так. Это нормально для Штатов, да, вот так долго служить? Обычно для Штатов 4 года. 4 года, да? Но мою ядерный механик, специалист, нам дают 6, но я записался на еще 3. Я знаю, кстати, много американцев, вот уже таких в возрасте, которые как раз приехали как солдаты сюда и так и остались жить. Уже семьи объявились. Ты сам как не думаешь остаться? Не. Да, я как мать мне сказала, что лучше на русскую пожениться.